Приветствую, друзья, вас на своем канале. Сегодня воскресенье. И по традиции в Носкоп. Приехали мы на один из хуторов. Были уже здесь. Поднимали крестик, Ярик, серебро мы поднимали. Белончики. Вот такие тут заброшки. Это еще, видать, ранние советы дома. Один, второй. Только что с местными жителями пообщались, говорят, тут местных копателей хватает. Но тем не менее мы находили. Такое у нас мартовское утро. Солнышко светит. Был дождик. Проверим, к серебру ли или нет. Не переключайтесь. Друзья, у меня такой первый сигнальчик, можно сказать, достойный внимания. Не считая вот этой всей жбони, вилки, блин, ложки, все что хочешь. Вот такое вот народное творчество. Кто-то что-то пытался с чего-то делать. Видно, что медь в позолоте какой-то. Думал, монета. Но даже не знаю, что это. Что-то с надписями. Вот такая вот шняга. Но явно пытался кто-то делать обручалку. И что-то пошло у него не так. Пошло в сторону. А может, не успел. Вот такая вот штука. Есть какая-то надпись. СВО. Фиг. Какой-то щит. В щите что-то. Типа как щитовик, но не щитовик. Я не знаю, друзья, что это. Может, кто-то что-то знает. Какой-то... Ух ты, какая-то... Вот, смотрите, вот лицо, лик. Какая-то женщина типа в шлеме. Ух ты, прикольно, что ж это было? Ладно, посмотрим, поищем, почистим дома еще. Такой вот щит. По таким мусорным местам. Хожу на настройках я следующих. У нас Sensivity чойка 94, поэтому так громко он и поет. Дискриминация 0, ночь 1, тон 3, процесс PF мой любимый. Ну и в принципе все. Смотрите, друзья. Все, с этой, видите, пропадает. С этой появляется. И сигнал 94. Даже вот 99. Сейчас выкопаю. Смотрим. Ну это может быть только или черный металл, или монета медная она на ребре. Конечно, может задувать. Вот такое вот было у меня когда-то. Раз на ребре стоит и все, с одной стороны только берет. Не, смотрите, выкопал по кругу 93. Будем искать. Опа. А то, что я и говорил, друзья. Какая-то шайбочка. И что-то большое. Ух ты! Друзья. Да, это пятак. Да, это пятак. Да ты шо? Ярик! Пятак! Прикинь. Ярик радый тоже. Хоть и не он. Но он в прошлый раз нашел. А теперь отец. Блин. Я, честно, не ожидал, друзья, блин. В 5 метрах от дома. Я в шоке, смотрите.
80-й год. Блин, а сохран. Коллега тут выкапывал осенью. Ну, убитый полностью. Сохран, тут удобрение, смотрите. Я в шоке. ЕМ. Ну так, какая разница. ЕМ. Это не сильно редкий. Ну, сам пятак. Офигеть. Вот оно, друзья, вам. Пятак на ребре. Стопудово. Тут он следов. Хожи на прошлых, блин, осенних следов. Зимних. Ну, сейчас мы проведем эксперимент, друзья. Вот я его ставил. Смотрите. Еле прохватывает. С этой стороны так более его сбоку цепляю. Смотрите, пропал сигнал. С этой стороны тоже так цепляю его плашмя чуть-чуть. А руба нету. Вот вам и копайте, друзья, все сигналы, и будет вам счастье. Я шел по ветру в наушниках и цепанул его, видать, тоже с одной стороны только. А потом повернулся, он пропал. Копнул, вообще исчез сигнал. Но я не сдался. И вот он. Друзья. Ну, это мой, правда, уже второй пятак. Первый я не снимал. Был осенью. В темное время суток уже почти снимал. Не было как. Вот он, друзья. И, блин, сохранчик, конечно, порадовал. Я думаю, заслуживает лайка, подписки и колокольчик. Не переключайтесь. Друзья, пошел небольшой дождик. Чуть-чуть он с крыши капает, видно. И мы переместились вот в такую заброшку. Давно хотели поснимать какой-нибудь стрим по заброшкам. Ярик, он уже что-то там шурфит. Ярик, есть что-то? А? Есть что-то? Мелко. Вот так вот люди жили. Ласточки, гнезда. Вот. Вход на горище. Потом посмотрим. Ну, а я уже тут вот шурфлю чуть-чуть. Вот мои находки. Звездочка когда-то была. Пустая щеточка для археологии. И смотрите, друзья. Золотой пенициллин. Такого мы еще не находили. Находили пенициллиновые пробки в огромном количестве. Но золотую пенициллинку. Вот так вот лучше видно. Смотрите. Золотой пенициллин. Наконец-то мы его нашли. Что у нас тут? Так, марки. 40 копеек. Сейчас даже можно посмотреть. Штамп. Так, СССР. Угу. Ну, фиг, вот не пойму, конечно. 22-й, то ли 83-й. Вот. Апрель. А, да, вот 83-й год. Друзья. Это, походу, какая-то членская книжка. Удостоверение абонента на радиотрансляционной точке. И нифига себе. А, Ульяновская АЭС. Максим Каплунов. Что? О, хрусталь. Прикольно. Прикольная штукенция. Так, ладно, я дальше пикаю. Попробуем в прямом эфире попикать. О, пуговка советского солдата. Железно-алюминиевая. Есть.
Петушок, золотой гребешок, Ярик. Бля. Кукареку. Друзья, вылез я на крик Ярика. Говорит, 3 хрестика замотанных в бумажке. Вот это мы залезли. Смотри, поплавок на рыбалку. Я так і знав, що на горіші по-любому щось є. Прикольно. Ну, це, наверное, это алюминиевые, да? Ну все одно. 3 хрестика. Да. Алюміній. Ну такі, як будто самодельні. А это бронзовый, походу. Ну, щось такий жовтий. Може й золотий. Вряд ли. Прикольно. Да, недаром ти полез. Це бумажки замотані. Прикольно. Проверяй еще, может. За крестиками пошел очередной сигнал. Монетка. Двушечка. 81. Над кришей. Что там еще было в алюминиевом этом канифоль. Ну, забираем, паять будем. Поплавочек такой показывал. Итак, вот у нас письмо кировоградское. Ага, с Харькова. Вот так вот. Много открыток. Ярику это в диковинку. Я много писал. Это не подписанное. С 9 мая. С октябрем революции. Угу. Тоже подписанное 9 мая. Вот так вот лазим. А ну, название нема телевизора? Чайка. Чайка. Черно-белый.